Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 18 сентября 2021 года и на канале очередное видео. Сегодня в программе в первой части видео будет отчет о вышивке по двум работам. Первая работа – это будущая елочная игрушка, а вторая – вы видите превью перед собой. Это вышиваемая мной картина «Любимая мелодия». Во второй части видео нас увлечет за собой по обыкновению Средневековье. В прошлом видео, посвященном поиску Святого Грааля, неоднократно упоминалось имя короля Артура. Король Артур – одна из самых знаменитых фигур в литературе Средневековья. Сегодня, друзья, мы рассмотрим с вами еще одну знаменитую загадку Средневековья. Кем был король Артур и где был Камелот? Но сначала вернемся к первому пункту. Сразу хочу сделать отчет по будущей елочной игрушке. Ой, друзья, неделю болею, голос садится. Возможно, буду покашливать. Снимаю с одного дубля. Еще не могу ничего удалять, добавлять. В общем, все как есть. Натурально, как мы это любим. Итак, друзья, мне удалось закончить кошечку Леди Пинк. Не смогла уже остановиться. Думала, буду вышивать по чуть-чуть, пару часов, когда-никогда. Но взяла в руки и уже решила довести дело до конца. В общем, да, мне нравится процесс вышивки, но на первом месте, наверное, все-таки стоит результат, как показывает практика. Вышивалась легко, очень легко. Такая красавица-рыжулька с голубыми глазами. Схемку скачала с интернета, всю зарисовала, показывать нечего. Ну, вдруг кому-то понравилось, кого-то заинтересовало. Вот я даже не знаю, это набор или это журнальчик. В общем, вот так называется наша кытя. Леди Пинк. Возможно, кому-то покажется, что она далеко не новогодняя, а я увидела в ней кошечку, которая принарядилась к новогоднему маскараду. Такая у нее красивая шляпа, украшенная металлизированной нитью, перья розовые. Хотя я пока не закончила с бэком, до последнего думала, что это розы. Превью не сохранилось, где-то осталось на морях, поэтому, ну вот, уже не могу найти, где я увидела эту схемку. Теперь вышиваю вот просто по схеме. Вот такая красавица голубоглазая. Бэк, ну, не сложный, я бы не сказала, что там какие-то трудности были. Все было нормально, вышиваемо, спокойно. Единственное, что сложность была у меня с усами. Друзья, это было что-то. Как я только не пыталась их сделать. И обычным бэком, и длинными стежками, и выкладной, и, ну, в общем, и все мне не нравилось, все не так, все не то. Усы получались какие-то ломаные. Потом я решила сделать ее совсем без усов. Потом мне показалось, что ну как так, все-таки это кошечка, ну, без усов. В итоге сделала как смогла. Это единственный вариант, который меня устроил. На большее, ну, пока у меня не получается. Лучше будет вот так. Металлизированная нить, ну, совсем без всяких проблем легла. Я взяла толстую иглу
остроконечную. И нормально металлик пошел, не прерывался, не задирался. Все нормально легла нить. Все в порядке. Единственное, я повторю, что у меня сложность вызвало, это усы нашей дамочки. Ну вот так, друзья. Да, вышивала я ее в воскресенье, все было нормально, с утра на рынке, а к вечеру все, температура, кашель и слегла. Полнедели не вышивать, не читать, уже ничего у меня не получалось. Смотрела, следила только за вашими отшивами, и то одним глазом. И тут на канале Лилии Токарской «Вышивка в удовольствие» выходит ролик, в котором она объявляет челлендж и передает эстафету девочкам, в том числе и мне. Вот расскажу вам, как я снимала. Очень мне хотелось успеть вышить до 11 часов, чтобы показать, как в один момент в разных местах выглядит небо. Да, и поддержать, конечно, Лилию в ее прекрасном начинании хотелось. Да, ну и, понятное дело, принять, передать эстафету. В общем, с трудом, поднялась я с постели, вынесла на улицу. Мы в частном доме, так что опасности я никому никакой не представляла. Пока дошла до предполагаемого места съемки, метров 20, появилась одышка, к моему удивлению, прям не ожидала. Пришлось, подперев с собой стену, дождаться, пока дыхание придет в норму. И только вознамерилась снимать, как тут, это обычно бывает, да, послышался громкий, задорный, заливистый лай соседской собаки. Ближайшим соседям нанес визит кто-то крайне важный и, возможно, долгожданный, так как следом за лаем послышались громкие восклицания хозяйки, выражающие то ли радость, то ли удивление, не знаю, но громко, шумно, волнительно. Понятно, я застыла. Впоследствии я поняла, что пришли проверять счетчики, то ли свет, то ли газ. И, судя по доносившимся обрывкам фраз, поняла, что их визит вполне может иметь затяжной характер. А значит, все мои усилия были напрасны. И тут я слышу фразу «повернусь за хвилину». Все стихло, даже собачка. Я поняла, что у меня есть минута, хватаю за телефон и чуть не выпускаю его из рук. Прямо из куста чубушника, возле которого я стояла. Сломав пару веток, я бы сказала, прямо у меня из-под ног выскочил громадный, наглючий, взъерошенный чей-то котярище и, перемахнув через забор, благополучно скрылся. У меня чуть сердце не стало. Но, памятуя о том, что у меня нет времени на потерю самообладания, минута-то идет, я принялась снимать челлендж. В голове кружился дружный хоровод блогеров, которым хотелось передать эстафету. Как тут я почувствовала резкий, предательский, подкатывающий приступ кашля. В общем, текст пришлось на ходу резать и останавливать съемку. Но с чувством выполненного долга, переданной эстафеты, я таки побрела в дом. Уходила я уже под возобновившийся шум, гам, лай, исходящие из себя собаки и прочее. Громкость всего этого уже, понятное дело, для меня не имела никакого значения. Все-таки мне удалось запечатлеть минуту тишины, солнца, тепла, синевы бездонного и безграничного неба, передать эстафету. В общем, на мой взгляд, на тот текущий момент все удалось. Вот такой был у меня небесный челлендж. И вот такая половинка недели. Ну что, перейдем теперь ко второй работе.
Для вновь прибывших расскажу, познакомлю. Я вышиваю картину «Любимая мелодия». Схему для вышивки разработала творческая мастерская «Артель Белый кролик». Я вышиваю крестиком в 2 сложения нити. Цветов использовано 200 в работе, 102 из которых бленда. Так, сейчас хочу показать, друзья, где мы уже с вами. Мы с вами уже вот здесь. А где моя ручка? Что я ее все время ищу? Итак, друзья, ну немножко вот дно бутылочки еще не захвачено. Тарелочка. А главное, интересно, у нас появились колени Джузеппе. Рука просматриваться начала уже. Здесь идет, ну, как мы помним, всевидящее око нашей розочки. Вот такая вот, друзья, у нас уже часть вышита. Ну, непосредственно к работе перейдем. Господи, я вас не раздражаю. Я знаю, что выпуск вы ждете. Ну, думаю, постараюсь снять. Вот такой красавец. Друзья, перед вами 17,4% готовой работы. Мне удалось вышить около 4000 крестиков. На следующей неделе, ну, загадывать уже не буду. Но мне бы очень хотелось уже закончить музыкальный инструмент гармонь. Продлить Джузеппе. Ну и идти дальше. Но меня несказанно радует, конечно же, повторюсь, появившиеся конечности нашего Джузеппе. Теперь у него 2 руки и 2 ноги. Пусть на начальной стадии, но тем не менее они уже просматриваются. Уже полностью закончена сковородочка. Вот она. Бутылочка, друзья, бутылочка меня просто восхищает и поражает. Вы посмотрите, какие плавные изгибы она имеет. Легкие такие края. Мне очень нравится. Здесь мы видим стекло прозрачно. Ну, понятно, просматривается здесь камин, да, через бутылочку. А через плетенку вот здесь уже мы видим вино. Бутылочка начата слегка, но можно сказать, что практически полная. Плетеночка как смотрится натурально. Поразительно. Да, на этой неделе меня очень радует эта бутылочка с вином. Вот такие, друзья, впечатления. Пальчики уже хорошо просматриваются у Джузеппе. Музыкальный. Тут ремень от гармонии. Он на руке. Ну и, конечно, колени. Уже сформировался карманчик, мы видим на сюртучке Джузеппе. Складочки какие тоже, посмотрите, натуральные. Как все смотрится объемно и по-настоящему. Просто хочется подойти, прям расправить, поправить ему пиджачок, воротничок. Все такой наш прекрасный герой. Розочка на этой неделе вела себя послушно, молодец, хорошая девочка. Я передала ей пожелания Татьяны Дальневосточницы, чтобы она вела себя хорошо и не кабенилась. Ну, в общем, все она поняла. По крайней мере, не беспокоила меня на этой неделе. Так что все, друзья, идет хорошо.
Гармонь уже хорошо просматривается, ну, все уже понятно. Камин. Так, а что у нас с камином? Я уже закончила его или еще нет? Нет. Или да? А ну-ка, что у нас? А, нет. Друзья, камин у нас закончен. Ура! Вот, камин у нас готов. А я и не туда. Да, полностью. Вот сковорода и камин полностью готовы. Дальше будет идти стол, на котором восседает наш Джузеппе. Ну так, несказанно рад. Ура, ура! Ну что, друзья, вроде бы я все сказала, сколько сказала выше-то. Впечатлениями поделилась с вами. Мы можем переходить ко второй части видео. Берем с собой все необходимое, устраиваемся поудобнее. Я постараюсь вставить картинки, соответствующие тематике. Будет интересно, посматривайте. Ну что, друзья, отправляемся в Средневековье. Кем был король Артур и где был Камелот? Король Артур – одна из самых знаменитых фигур в литературе Средневековья. Его прославляли в романах и хрониках, в стихах и прозе, на всех основных европейских языках. В памяти человечества существует три короля Артура: Артур исторический, Артур легенд и Артур рыцарских романов. Причем один образ плавно перетекает в другой. Поэтому отделить историческую правду от вымысла довольно трудно, учитывая древность сказаний, первые из которых появились еще в VI веке нашей эры. Эти века не случайно овеяны фантастическими историями о великом короле Артуре и его знаменитых рыцарях круглого стола, совершивших массу невероятных подвигов. К началу III века римляне завоевали Британские острова и владели ими до начала V столетия. Когда Англия была завоевана римлянами, там прекратились междоусобицы, были проложены дороги, знать стала перенимать римский стиль. Англия была защищена от набегов пиктов, обитателей Шотландии, огромным валом, построенным императором Адрианом. Но на европейском континенте нарастал натиск варварских племен, и Римская империя слабела. Ей уже было не до провинций. Риму угрожали орды готтов, и римляне покинули колонию. В 410 году император Гонорий отозвал из Британии римские войска, предоставив возможность коренному населению самому строить свою жизнь. Не прошло и полувека, как на Британию обрушились племена саксов. Тогда племена бритов и остатки потомков римлян объединились и начали борьбу с завоевателями. Хотя они и нанесли им ряд поражений, к 1600 году завоевание основной части острова саксами было завершено. К этим временам и восходит история короля Артура, который и стал героем, ведшим эту борьбу. Согласно преданию, кельты снова стали враждовать между собой. Королевства, образовавшиеся после ухода римлян, не хотели уступать друг другу. Одним из таких королевств правил Утер Пендрагон. Он совратил жену одного из соперников, красавицу Игрейну. От этого союза родился Артур,
которого воспитывал маг Мерлин. Подросший Артур узнал, что в его жилах течет королевская кровь благодаря волшебному мечу Эскалибуру, который ему удалось вытащить из скалы. Артур покончил с междоусобицами, объединил английские земли и изгнал саксонских завоевателей. Вместе с женой Геневрой, гласит легенда, он правил, живя в красивом городе с названием Камелот. Там, во дворце, за большим круглым столом собирались его верные рыцари. Историческим прототипом легендарного монарха послужил, по-видимому, военный вождь бритов, живший в конце V века и возглавивший их борьбу против саксов. Он дал несколько крупных сражений, завершившихся около 500 года победой при горе Баден на юге Британии. И хотя в конце концов саксы одержали верх, слава Артура не померкла. Это поэтическое сказание с приходом на кельтские земли христианства обросло нравоучениями, но дух волшебства сохранился и дошел до нас благодаря средневековым авторам. Первым упомянул о короле Артуре валлийский монах Нени в истории бритов, 826 год. Воспользовавшись древним повествованием, он рассказал следующее. Артур был полководцем, выбранным королями, ибо они не хотели, чтобы эта роль досталась кому-то одному из них. Нени приводит в главе 56 список 12 побед Артура над саксами, а в главе 67 два британских дивадивных связаны с Артуром. Это свидетельство того, что местные легенды в это время уже ассоциировались с его именем. Другая латинская хроника, созданная в Уэльсе около 955 года, упоминает не только победу у Бадена, но и битву при Камблане в 529 году, в которой пали Артур и Мордред, его племянник. В ранней валлийской литературе Артур выступает в совсем другом качестве, мифическом и сказочно-авантюрном. В поэме «Добыча Анвина» X век он ведет отряд на штурм крепости Анвин, она же загробный мир кельтов, с гибельным намерением завладеть магическими талисманами. Таким образом, документы, отразившие раннюю стадию легенды, имеют валлийское происхождение. Но слава Артура выходила далеко за границы Уэльса. Жители Корнуэлла и даже континентальной Британии, родственные валлийским по языку и культуре, также отдавали дань восхищения британскому герою. Бретонцы распространили легенду об Артуре, вывезенную с британских островов, по всему европейскому континенту. Самое подробное описание жизни и великих дел этого человека дает «История королей Британии», 1136 год, Гальфрида Монмутского. Это первый бестселлер той эпохи. Этот автор обосновал роль Артура как победителя саксов. История начинается с основания британского королевства Брутом, прямым потомком Энея, через которого британская старина оказывается связанной со славным прошлым Трои и Рима. В повествовании Гальфрида о жизни и деяниях Артура, центрального героя всей книги, видную роль играет Мерлин. Артур изображается не только как победитель саксов, но и как покоритель многих европейских народов. В войне, которая началась после его отказа платить дань римлянам, Артур со своими союзниками победил врага в сражении и завоевал бы Рим, если бы не Мордред,
который предательски завладел его троном и королевой. Гальфрид описывает гибель Артура в битве с Мордредом и затем постепенный распад созданной им империи вплоть до окончательного ее разрушения в VII веке. В этом источнике больше всего фантастических сюжетов и персонажей, которые вдохновляли многочисленных средневековых бардов. Не случайно историю королей Британии англичане считали неким точным справочником и не понимали, почему это историки, жившие на континенте, не знали про их славного короля. Ведь он совершил поход до самого Рима и разгромил войско императора Луция, чтобы навсегда освободить Британию от угрозы вторжения извне и превратить свое царствование в золотой век мира и изобилия. В 1155 году история была переведена в стихах на французский язык нормандским поэтом Вассом, получив название романа Бруте. Васс первым из авторов, которые нам известны, упомянул в своей поэме «Круглый стол», сооруженный по распоряжению Артура для того, чтобы избежать споров о старшинстве. Он сообщает также о вере бретонцев в то, что Артур жив и находится на острове Авалон. Первым английским поэтом, воспевшим Артура, был Лаэмон, приходской священник. Его поэма «Брут», написанная в последнем десятилетии XII века или чуть позже, представляет собой расширенный пересказ поэмы Васса, хотя поэма Лаэмона находилась только в 2 списках, в отличие от большого числа манускриптов, содержащих тексты Гальфрида и Васса. Ее существование доказывает, что Артур был воспринят в качестве героя даже потомками его врагов саксов. Стоит заметить, что псевдоисторическая традиция, основанная Гальфридом, не включает сюжетов о Тристане, Ланцелоте и о Граале, которые стали повсеместно известны в средние века благодаря французским романам. Во французских романах Артуровского круга, вторая половина XII века, двор Артура изображается как отправная точка приключений разных героев, но сам Артур не играет в них центральной роли. Однако авторитет легендарного короля был настолько велик, что его образ втягивал в артуровскую орбиту сюжеты самого разного происхождения. Одним из таких сюжетов и наиболее ранним оказалось печальное повествование о Тристане, имевшего хождение во Франции около 1160 года. Историческим прототипом Тристана был некий пикский царь конца VIII века, легенды о котором, как и легенды об Артуре, хранил один из разгромленных кельтских народов. Некоторые версии легенды о Тристане выдвигают на первый план захватывающую фабулу, приключения, побеги, козни. Однако во французском романе и в немецком шедевре главное – разработка характеров и трагический конфликт между чувством и долгом. Легенда о Тристане уже была известна, когда начал писать Кретьен де Труа, один из самых популярных авторов XII века. Почти все его крупные сочинения, созданные между 1160 и 1190 годами, основаны на артуровских сюжетах, ходивших в среде бретонцев. Кретьен редко придумывал что-то от себя, но его интерес к психологическим конфликтам, рожденным в частности
непримиримостью велений любви и рыцарского долга обогатил содержание легенд. Последний роман Кретьена «Персиваль» или «Повесть о Граале», тема которого «Воспитание героя в понятиях рыцарства», остался незаконченным. Явившийся ко двору короля Артура юный Персиваль невежествен и по-детски неотзывчив на чужие страдания. Внешние атрибуты рыцарства он усваивает быстро и выказывает себя не по годам доблестным бойцом, но терпит неудачу там, где требуется рассудительность и сострадание. В замке у вечного короля рыбака Персиваль не спросил, кому предназначена пища в Граале, большом блюде, которое проносит по замковым покоям дева в таинственной процессии. Он промолчал, поскольку наставник предостерегал его от болтливости. Потом это молчание ставится ему в укор. Задай он вопрос, и король рыболов был бы исцелен. Несмотря на то, что за этот промах Персивалю грозят ужасные кары, он, не ведая страха, отправляется в странствие разыскивать замок Грааля. В том месте, где текст Кретьена обрывается, бедного Персиваля преследуют всевозможные беды. Дальнейшая его судьба описывается уже в немецком Парцефале Вольфрама фон Эшенбаха, частично основанном на произведении Кретьена. В конце XII – начале XIII века были широко распространены различные версии легенды о поисках Грааля. В это время Грааль, изначально обладавший магическими свойствами, был вовлечен в сферу христианской традиции и переосмыслен как чаша причастия, дароносица. Для артуровской литературы XIII века в целом характерный переход от стихотворных форм к прозе. Дальнейшая христианизация легенды и тенденция к объединению текстов в цикл, так называемая артуровская вульгата, состоит из 5 прозаических французских романов. Первый – история о святом Граале, содержащая начальные сведения о Граале и его чудотворных свойствах. Вторая – Мерлин, расширенное переложение Мерлина Роберта де Борна с добавлениями из других источников. Третье – прозаический Ланселот, уснащенный различными подробностями рассказ о детстве Ланселота, о его воспитании у мудрой владычицы озера, о том, как он вырос не знающим себе равных рыцарем короля Артура, как любил Гиневру и сокрушался о своей греховной страсти, из-за которой ему не дано было достичь святого Грааля, и как он зачал Галахада с дочерью у вечного короля. Четвертое – подвиг во имя святого Грааля, где центральным персонажем является сын Ланселота Галахад, благодаря своему духовному совершенству превзошедший всех остальных рыцарей круглого стола. И, наконец, пятое – смерть Артура. Рассказ о распаде братства круглого стола, начавшимся с того, что Ланселот, несмотря на прежнее раскаяние, снова вернулся к своей греховной любви, и кончающийся предательством Мордреда, гибелью Артура и уходом Гиневры и Ланселота от мира в затворничество и покаяние. Артуровский прозаический цикл XIII века оказал мощное воздействие на более поздние рыцарские романы во Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Ирландии, Уэльсе и Англии. Его влияние особенно сказалось на самой знаменитой английской артуровской книге
«Смерти Артура» Томаса Мэлори. Мэлори точно следует своим источникам, как английским, так и французским, но его роль не ограничивается переводом. Как и его предшественники, он переосмысливает артуровские легенды в духе своего времени. Его версия выделяет богатырские черты эпоса, в то время как вкусом французов была ближе утонченная духовность. Насколько же вероятно, что цикл легенд о короле Артуре отражает какую-либо историческую реальность? И существовал ли этот человек вообще? Этим вопросом задавались еще в XV веке. Уже упоминавшийся выше английский первопечатник Уильям Кэкстон в своем издании «Смерти Артура» в перечисленных свидетельствах существования короля указал на различные реликвии, в том числе на круглый стол, хранившийся в городке Винчестер, и кубок воска с печатью Артура. Он на ней именовался императором Британии, Галлии, Германии и Дакии. И даже меч сэра Ланселота, ближайшего друга Артура. Но оказалось, что все эти предметы были изготовлены позднее для привлечения пилигримов. Знаменитый дубовый круглый стол диаметром 6 метров сделали в XIII веке, когда Генрих III и его наследники стремились возродить эпос об Артуре. Исследователи обратились и к географии артуровских легенд. Оказалось, что многие упомянутые в них места сохранились. Много неразгаданных тайн хранит еще одно артуровское место Гластонбери, что располагается на самом западе Великобритании. Раскинувшись на обширных равнинах Сомерсета неподалеку от Бристольского канала, этот комплекс сейчас включает в себя город, аббатство и огромную вулканическую скалу с развалинами церкви, спускающуюся террасами вниз. Следует отметить, что люди жили здесь еще с незапамятных времен. Остатки поселений, открытых археологами, датируются эпохой римского вторжения на острова. Аббатство Гластонбери – уникальный исторический объект для множества религий. Полагают, что на землях Гластонбери в течение долгого периода существовал храм друидских жрецов, поклонявшихся змеям. Затем их сменили римляне, но наиболее значимый след оставили, несомненно, христиане. По легенде, Иосиф Аримафейский, человек, похоронивший тело Христа, переселился именно в Гластонбери и построил здесь первую в Великобритании церковь. На развалинах аббатства каждую Пасху расцветает терновник. В народе говорят, что когда Иосиф после своего прибытия взошел на скалу, он во время молитвы опирался на посох. Как-то раз он оставил его там, и посох превратился в дерево. Дерево пустило корни, и с той поры гластонберийский терновник служит местной достопримечательностью. Наиболее чтимый в Ирландии святой Патрик также жил и умер здесь. С более чем 150-метровой вершины скалы можно наблюдать местность на 70-80 километров вокруг. Вулканические террасы несут на себе следы обработки их людьми, и, возможно, они служили когда-то тропой для христианских паломников, шедших сюда на поклонение и молитву. Здесь был возведен величественный монастырь, названный в честь святого Михаила. Датой основания монастыря принято считать 705 год.
Именно тогда король Айна издал указ о строительстве обители, а в X веке тут поселились бенедиктинцы. Те церковные руины, которые видят современные туристы, относятся к XIII столетию. Они остались от храма, разрушенного по приказу короля Генриха VIII во время его борьбы с католицизмом в XVI веке. По легенде, Гластонберийская гора является местом, где некогда жил король Артур, а также по совместительству тайным входом в подземное царство повелителя эльфов. Считается, что в VI веке сюда проник святой Колин, стремившийся покончить с демонизмом. Он совершил обряд экзорцизма, и от соприкосновения со святой водой эльфийский дворец с грохотом пропал, оставив подвижника одного на пустой вершине скалы. Как место последнего упокоения короля Артура и его супруги, Гластонбери приобрело известность XII века. До настоящего времени подлинность этого факта подтверждают лишь предания. Так, например, Эскалибур, легендарный меч Артура, брошенный по просьбе смертельно раненого в битве короля в воду, мог быть утоплен в местном озере. К сожалению, этот некогда обширный водоем ныне осушен, и проверить правдивость устной традиции уже невозможно. Большое несчастье, принесшее, однако, и некоторую пользу, случилось в Гластонбери в 1184 году. Страшный пожар уничтожил тогда аббатство практически до основания. Но во время реконструкции монахи занялись широкомасштабными поисками могилы Артура. И в 1191 году настоящую сенсацию произвело заявление монахов, что могила короля Артура найдена. Тщательно простукивая каменные плиты пола, бенедиктинцы обнаружили на 3-метровой глубине, ниже современной кладки, еще более старую, с имеющейся в ней полой камерой. Вскрыв пол, монахи пробились к легендарной усыпальнице. 2 огромных гроба, пропитанных сохраняющими дерево смолами, предстали их изумленному взору. Было организовано пышное перезахоронение останков, и вскоре над новой могилой появился большой свинцовый крест с надписью «Здесь, на острове Авалон, покоится под землей прославленный король Артур». В 1278 году останки монарха были повторно захоронены в специальной гробнице из прекрасного черного мрамора. Но исследователи заметили много подозрительных деталей этого открытия. Первый вопрос, который их заинтересовал: как удалось опознать в скелете останки короля Артура? Монахи аргументировали: по его благородному стану. В архивах аббатства сохранился подробный отчет об осмотре тел усопших. Скелет мужчины поражал своим высоким ростом – 2 метра 25 сантиметров. У него был поврежден череп, однако причину травмы установить не удалось, хотя это мог быть и след от ранения. На голове женщины прекрасно сохранились белокурые волосы. Но все это еще не является доказательством того, что это были Артур и его супруга. Первые современные научные изыскания в Гластонбери начались в 1907 году. Историко-археологической экспедицией руководил английский ученый Фредерик Бонд. Его сотрудники добились значительных успехов.
они обнаружили остатки неизвестной часовни. Сверив ее географическое положение с общим планом аббатства, Бонд пришел к выводу, что она была построена согласно законам сакральной геометрии, используемой древними египтянами, а позже масонами. Однако маститый исследователь имел неосторожность публично заявить о том, что все указания по поиску древностей он получал с помощью медиумов, общаясь с душами усопших монахов. Разразился крупный скандал, и Бонда уволили. Есть в легенде об Артуре еще одно загадочное географическое название, которое невозможно привязать ни к одному реальному месту на Земле. Легенда отправляет раненого короля на волшебный остров Авалон, путь к которому открывается немногим. На этом острове обитают эльфы и феи. Там настолько медленно течет время, что герои легенд и сейчас, возможно, обитают в райском уголке, не ведая, что над планетой пронеслись 1500 лет. Насколько возможно существование призрачного Авалона? Кое-кто из мистиков Средневековья полагал, что Авалон исчез не в физическом, а в сакральном смысле этого слова. Подобно русскому Китежу, остров перешел в иное, магическое измерение и скрылся от глаз людей. Многие историки XIX века объясняли исчезновение Авалона куда более прозаически. Они считали, что причиной гибели острова было банальное наводнение. В подтверждение своей гипотезы ученые приводили подлинную историю, относящуюся к XI веку. В ней шла речь об очень невысоком острове в проливе Ла-Манш, защищенной дамбами и шлюзами. Однажды после каких-то торжеств пьяная стража забыла их закрыть, и ничем не сдерживаемая приливная вода ринулась в город. В волнах погибла вся местная знать, кроме короля, который спасся вплавь на коне, а сам остров покрыло море. Именно вышеописанный исторически достоверный случай и натолкнул исследователей на мысль о том, что Авалон могла постигнуть та же судьба. Но могло быть и еще одно объяснение исчезновения Авалона. Он мог слиться с материком, соединенный с ним рукотворными насыпными сооружениями. Такое могло произойти, если остров располагался достаточно близко от берегов Британии. Надо отметить, что не только европейские ученые интересовались историей острова Авалон. Орлов в книге «История сношений человека с дьяволом» 1904 года указывает, что Авалон часто описывали древние поэты Франции. Так, в поэме о Вильгельме Курносом мы находим упоминание о том, что Авалон был чрезвычайно богат, так что другого такого богатого города никогда не бывало. Стены его были сложены из какого-то особого камня, двери в них были из слоновой кости. Жилища щедро разукрашены изумрудами, топазами, гиацинтами и другими драгоценными камнями, а крыши на домах были золотые. В Авалоне процветала волшебная медицина. Здесь излечивали самые ужасные болезни и раны. В одном из тогдашних романов этот остров описывается как место, где все обитатели проводят время в вечном празднике, не ведая забот и горестей.
Само слово «Авалон» сближали со словами древнебретонского языка, обозначающими слово «остров яблонь». Различные мнения о таинственном острове высказывают и многие современные зарубежные исследователи. Но все это лишь гипотезы, которые не способны раскрыть тайну Авалона. Впрочем, что уж говорить о местонахождении неуловимого острова, если до сих пор непонятно, где же находился гораздо более материальный Камелот. Большинство людей ассоциируют его с юго-западной Англией, областью, упоминавшейся в преданиях волшебниках, владычицах озер и рыцарях в сияющих доспехах. Эта версия легенды была популярна еще в Средневековье, особенно среди английских королей, поэтов и знати, считавших Камелот Артура и рыцарей круглого стола идеальным королевским двором. В графстве Сомерсет 1970-е годы археологи раскопали странный холм, который был воспринят как Камелот, столица, где жил король Артур. Вершина холма была обнесена прочной стеной из камня и деревянных балок по периметру. Это был зал, который, судя по всему, предназначался для общих трапез. Может быть, здесь и собирались рыцари круглого стола? Однако среди ученых все большей популярностью пользуется другая версия. Она гласит, что легенда зародилась к северу от англо-шотландской границы. Один из пропагандистов этой точки зрения – историк из Глазго. Он утверждает, что супруга Артура могла быть представительницей пиктов, обитавших на севере Шотландии. Имеются и другие исторические свидетельства того, что Артур происходил из современной Шотландии, а не Корнуолла или откуда-нибудь еще. Также полагают, что остров Авалон, на котором, согласно легенде, Артур получил свой меч Эскалибур и куда его принесли смертельно раненым, есть не что иное, как Лох-Мумонт. Местные историки также считают, что основные битвы Артура, описанные валлийским монахом IX века Нением, проходили поблизости. Исследователь утверждает, что легенда об Артуре стала мигрировать на юг в процессе христианизации Шотландии. Кроме того, сужение ареала использования валлийского языка, его локализация в Уэльсе и Корнуэле способствовали формированию представления о том, что знаменитый воин и правитель жил на юго-западе Англии. И все же большинство ученых считает, что есть лишь косвенные доказательства существования короля Артура. Детально проанализировав фольклорные и другие источники, историки нарисовали некий собирательный образ вождя, который пользовался римским военным титулом и организовал успешное сопротивление иноземцам. Возможно, он присвоил себе императорский титул, когда сражения завершились. Но это всего лишь гипотетический портрет, ибо нет никаких свидетельств современников короля Артура. Не случайно скептики продолжают заявлять, что его выдумали коренные жители Британии, как идеал прославленного героя, чьи подвиги жили в народном сознании. И все же некоторые исследователи продолжают настаивать на историчности знаменитого образа. Как пишут англичане Питер Джеймс и Ник Горн, археологические раскопки указывают на резкий приток в Британию захватчиков около 450 года и его заметное замедление около 500.
года. Видимо, кто-то удачно организовал сопротивление иноземцам. Вероятно, бывший военачальник римской армии. И почему бы не принять предание о подвигах короля Артура? В качестве последнего веского аргумента в пользу его реальности выдвигают также факт популярности имени Артур. В конце V и начале VI столетия им было названо 6 или больше британских принцев. Скорее всего, это явление имело исток. Король Артур жил в народной памяти. Вот так, друзья. Вот такой король Артур. Пишите комментарии, высказывайте свое мнение, ставьте лайки, дизлайки. Мне очень интересно и очень важно ваше мнение. Я желаю всем мира, здоровья и благополучия. А на сегодня все. Экскурс завершен. До следующего видео. Пока-пока.